Аризона. У каждого свои ассоциации с этим штатом. Жара, кактусы, пустыни и каньоны. Но как много из вас здесь побывало? Именно это место поразило меня своей удивительной природой и атмосферой. Сегодня мы посетим несколько уникальных локаций в окрестностях Финикса, поднимемся на север к Гранд-Каньону, заглянем в город-призрак и увидим природные источники. Аризона — это настоящая магия природы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. И, кстати, в видео вас ждет очень приятный конкурс. Аризона — это место, где можно одновременно погибнуть от жары и насладиться ее невероятной природной красотой. Пустынные каньоны, потрясающие виды и уникальная атмосфера. Исследовать этот штат можно круглый год, наполняясь вдохновением от увиденного. Добро пожаловать в один из самых удивительных штатов на западе США – Аризону. Как и любой трип, все начинается с двух вещей – это жилье и проезд. Давайте тут поподробнее. Перед началом своих приключений я заселился в отель. Мне хотелось провести эти пару дней в месте, которое будет по максимальному приближено к местной фауне и природе. И вуаля, такое место нашлось. 41 по Цельсию показывает только телефон. То есть, реально по ощущениям 43, я бы сказал 45, реально. Короче, это жесть, идти надо в номер. DoubleTree by Hilton с кодовым названием Paradise. И это действительно оправдывает свое название. Территория отеля больше напоминает ботанический сад с пальмами, экзотическими растениями и даже собственным маленьким кактусовым уголком. Я пока эти пару дублей снял, уже высох. Это жесть. К сожалению, администрация отеля не дала мне добро на съемку с дрона, чтобы вы имели больше понимания этого места. Поэтому все пришлось сделать в традиционном стиле. И полным пакетом услуг в связи с отсутствием времени у меня воспользоваться не получилось. Но даже короткое пребывание оставило приятное впечатление. Пора, я думаю, сделать рум-тур. Я, честно говоря, мало что смотрел. Я специально хотел это посмотреть вместе с вами. Все кроме ванной. И, в принципе, основной комнат. Здесь у нас такая подсобная, замечательный кабинет. Здесь у нас такая мини-кухня. Огромная кровать. Кому просто очень жарко в комнате, можно выйти на улицу 46 и погреться. Короче, да, было желание, оно есть до сих пор желание объехать пару мест. Я подготовился, если несмотря на то, что прошлые мои путешествия это были, знаете, такие спонтанные разбросы по разным местам, то есть я ничего не планировал. В эту поездку я частично запланировал, но план все же не будет выполнен так, как я его себе подумал, потому что, просто Unreal выходить на улицу, поэтому сейчас я что-то придумаю другое, и в любом случае классные места по-любому будут показаны, изведаны. Единственное, что, конечно, не все. Но главное, что они будут. Так, время 6 часов вечера. Первый день. На улице до сих пор жара. Порядка, так чтоб не соврать, 39. Вот, я приехал в первое место, оно было недалеко дома, недалеко места, где я похавал, недалеко банка. В общем, все это было в одном месте. Значит, парк называется Папаго парк. Он находится, в принципе, можно так сказать, в центре. Он действительно очень большой. И здесь прям вот, знаете, такой парк-пустыня, в котором просто пару разных очень прикольных мест. К примеру, озеро, оно, конечно, в болоте,
Что вот, кстати, классно в Аризоне, то, что здесь очень много сохраняет вот этих, знаете, древних, изначальных, вот исторических мест. И даже если что-то не сохранилось, то они стараются что-то вот построить в таком стиле. К примеру, вот эта вот беседка сзади меня, она, вот знаете, вот в таком настоящем индийском стиле, потому что здесь вообще, ну, довольно большая как бы территория оставлена для индейцев, то есть там как бы процветает та же культура, ну, как бы они ее поддерживают, да, само собой, как бы их нету, к сожалению, но поддержка всегда есть, и туда можно приехать, там разные исторические музеи. Они не находятся прямо в Фениксе, они немножко за окраину. И так, в принципе, по всей Аризоне и даже есть в других штатах, потому что, ну, как мы знаем, они были по всей Америке. Вообще, конечно, этот парк, если взять под заметочку, это очень такая историческая достопримечательность. Корни этого парка вообще походят с древним племенем Хохоком, по-моему, так называется. Само собой, это индейцы, которые здесь оставили большой вклад, они развивали этот парк, всю эту местность, как бы, и есть здесь места, надо углубиться немножко, где вот даже то, что как бы они делали в плане каких-то мелочей, можно заметить. Как бы. Короче, очень классно. Знаете, вот если здесь жить, либо если даже приехать не в этот жаркий сезон, то очень круто сюда просто приехать откусить, отдохнуть и насладиться природой, не уезжая из города, что очень-очень-очень классно. Сзади меня, если видите, в этом парке есть место, где проводятся свадьбы, церемония. Очень, на самом деле, красивое место. Я вспомнил, что видел уже на фотках его. Только в этот же момент, как я вспомнил сейчас, я подумал, блин, ну вот как можно в эту жару собираться и гасить так всех своих родных, близких, потому что вы сидите здесь даже, ну я не знаю, ну полчаса, это просто ад. И я уже молчу, как нормально это вообще проходит. Кстати, это кому-то на заметку, что если ищете какое-то прикольное место, вы любите тепло и хотите прикольно отдохнуть, где пальмы, горы и вонючка речка, то вот оно место очень классно, прямо в центре Феникса, и далеко ехать тоже не надо, так что имейте в виду Папага парк. Вот эта вот пирамидка, казалось бы, просто пирамидка, но на самом-то деле это, скажем так, пирамидальный мавзолей. Здесь захоронен первый губернатор Аризоны Джордж Хант и вся его семья. Он был построен в 1931 году, и вот до сих пор, видите, стоит, окружен кактусиками, все как надо, положено. Вот, и говорят, что это был самый влиятельный, самый крутой политик, скажем так, наверное, в истории, служил 7 сроков подряд. Поэтому, собственно говоря, и возвели такую прекрасную штуку. Прямо, кстати, на верхушке, откуда открывается весь вид на Аризону. Фу, господи. Открывается весь вид на город со всех сторон, с крутым закатом, даунтаун, разные горы. Ну, короче, потрясающее место. И вот только сейчас, 7 часов вечера, зашло почти солнце, и можно нормально выдохнуть и отдохнуть, посидеть. Папага парк — это настоящее историческое место. Исследовать парк за один день будет просто невозможно, но в этом есть своя изюминка. Парк открывается каждый день с 5 утра и до 11 вечера, поэтому выстраивайте свою цепочку событий так, как вам будет нужно по приоритетам, приходите и наслаждайтесь этим замечательным и удивительным местом.
Это второй чекпоинт в Фениксе, и снова этот чекпоинт на горе, только уже на южной стороне. Называется он Dobbins Lookout, высота 810 метров или 2300 фитов. Вот, это считается одной из самых высоких точек именно в этой части, в южной. Эти горы довольно-таки большие, но место, где вы можете чилануть и отдохнуть, вот, находится прямо здесь. И вот это здание, которое вы видите перед собой, его построили в 1930 году гражданским корпусом по защите окружающей среды. Это место до сих пор курсирует и работает в плане того, что вы можете укрыться от жары, от дождя, просто посидеть, отдохнуть, перекусить. Тут много разных скамеечек, можно также спуститься вниз. И что самое прикольное, сейчас у нас 9 утра, я сюда приехал час назад, на закат сюда люди приезжают реально после работы, там, после учебы, либо просто чилануть и посмотреть закат. С левой стороны очень круто появляется такое огромное солнце. Мест здесь, чтобы встать, нету просто. Поэтому ребята, которые любят фоткаться, снимать влоги, видосы и так далее, приезжайте сюда на рассвете. С правой стороны восходит солнце. Я не успел на сам рассвет, но тот факт, что здесь никого нет, как вы видите сейчас, просто пусто. Один я и все. Я когда сюда приехал, были еще ребята, они уехали, все. Парковка свободная, места свободные, делайте, снимайте все, что хотите. Реально, я думаю, утреннее время очень круто подойдет, потому что, во-первых, не очень жарко, и опять же нет людей. В обед, я думаю, начинают люди подтягиваться, вечером тут даже и напитки продают, какие-то брелочки. В общем, здесь очень и очень людно, поэтому вечером, если хотите сюда приехать, это чисто так, для себя сделать пару фоток, встретить закат и все. Nothing more, как говорится. Поэтому второй местяк, кстати, что еще круто, ночью и вечером этого не видно, но прямо вот за этим зданием виднеется даунтаун города. И по факту Феникс — это вот даунтаун и прилежащих пару там улиц и так далее. То есть сам Феникс, он небольшой. Вся вот эта вот окружность, вот это вот огромное поле пустыни, окруженное горами, это просто пригороды Феникса. Вот. И на самом-то деле просто масштабы, очень большие. То есть если посмотреть просто на даунтаун, он просто вот такой. Вот такой. Вот. Если вы хотите получить захватывающий вид на Феникс, то Dobbins Lookout — это то, что вам нужно. Расположенный на юге города, этот пункт обзора предлагает панорамные виды на центр города, а также прилегающие к нему города. Здесь я побывал и вечером, и утром, и могу сказать так, впечатления совершенно разные. Вечером это суета, множество людей, даже можно себе что-то прикупить. А утром полный покой, словно город принадлежит только тебе. Сам Феникс по факту вообще небольшой, его население составляет 1 600 000 человек, и это является центром Аризоны, то есть это как бы столица Аризоны. И знаете, так прикольно, что я интересуюсь Америкой еще там с малых лет, со школы. И для меня, когда я вообще не интересовался ни географией, ничем, то Аризона, это, знаете, вызывало такое, как гремучие змеи. Все. Вот, то есть у меня Аризона — это гремучие змеи, Техас — это был у меня ковбои, еще другие там штаты, я уже не помню что. Некоторые я даже вообще не знал. И вот только когда я приехал и начал ездить на траке и вообще смотреть, что к чему и как, то я понял, что Аризона — это просто офигительное место, честно, в котором можно путешествовать тупо, во-первых, круглый год, а во-вторых, постоянно, потому что здесь очень много мест. Ехав в Аризону, понимаете, что время вам тут надо много, и вернуться сюда будет обязательно, так же, как и сделал я. Только уже, может, будет это зимой, когда будет именно моя температура, именно моя погода, потому что сейчас где-то 33 градуса. Это я сегодня 3-й день в Аризоне, и это единственное утро и день, когда я себя более-менее нормально чувствую. Потому что так это было просто ужас в 45. И, честно говоря, вы по факту, если приезжаете в такую погоду и так же, как и я, не особо радуетесь ей, вы просто теряете полдня из жизни, потому что вы существуете
утром до обеда и вечером после 5. Подъезжая к въезду на территорию этой горы, можно свернуть немножко влево и уткнуться в ограждение, за которым стоит таинственный замок, который тоже не без истории. Значит, подъезжая к горе, можно так сказать, да? Когда она закрылась, неизвестно. Денежки меня преследуют, это классно. Когда он был закрыт, неизвестно. И когда он откроется, тоже неизвестно. Называется это место Мистери Касл, что в переводе «загадочный замок». Чем он загадочный? Вообще, чем он такой магический, можно так сказать? Тем, что он сооружен, вообще построен из всяких вообще просто разных материалов. Будто бутылка, какое-то колесо от машины, какой-то самолет, какое-то дерево. То есть все, что человек, который зовут боссом Лютон Гюльна, как-то так, если не ошибаюсь, находил и строил. Построил он этот замок в 1930 году. Вообще он из Сиэтла, жил там всей своей семьей всю свою жизнь, но когда узнал, что он болен туберкулезом, он решил сюда переехать и начать строить этот замок. Этот замок был подарок дочери, как такое сказочно-магичное, можно так сказать, желание и воображение девочки, собственно говоря, папа и соорудил. Закрыли его из-за того, что оно начало потихоньку уже, знаете, обрушиваться, и в целях безопасности проезд сюда закрыли. Когда опять же откроется и что, неизвестно. Благодаря дрону можно понаблюдать прикольные кадры, и желать, и скрестить пальцы, чтобы скорее это место открылось, чтобы они его как-то там подмазали, подсуетили, и можно было туда дальше прийти, поближе к нему, и насладиться этим видом. Я думаю, что в принципе, если как бы где-то может как-то закрыть проход, то можно осуществить желание многих людей сюда приехать и посмотреть, потому что я уверен, оно того стоит, он очень огромный. И если просто у вас есть дрон, либо вы также с расстояния хотите посмотреть, как и я, в принципе, имея камеру и зумом, можно сделать прикольную фотку. Разглядеть, конечно, нет, но подъехать, посмотреть 10-15 минут, почему бы и нет. Так что имейте в виду. Стрёмно, конечно. Стрёмно. И страдать. Ты же не сделаешь ради контента. Все эти места и сама поездка не была бы такой интересной и возможной без машины. Поэтому пришло время рассказать вам про эту красную красавицу. Это Porsche Boxster 2016 года, который арендовал здесь, в Фениксе, на 2 дня, чтобы поездить по разным прикольным локациям, чтобы просто отдохнуть, кайфануть. Не взять такую машину здесь, это было бы большим грехом, честно, я так думаю. Ну и плюс себя хотелось, конечно же, побаловать. Вот, поэтому 3 дня она со мной. И что самое интересное, этот Porsche я арендовал у женщины, которая занимается порядка 2 лет арендой машин на приложении Тура. В ее арсенале там порядка 30-40 машин, и этот список постепенно растет и будет расти, я как понимаю. Вот, она является топовым хостом в этом приложении по машинам, и я приглашаю вас присоединиться к небольшому интервью, небольшому общению. Она расскажет, что как вообще у нее было, чем она как вообще занимается, и на самом деле очень классный человек, поэтому я также оставляю ссылочку внизу в описании и на Facebook, и на Тура, и если кто-то когда-то приедет в Феникс и захочет прикольно, круто поездить с ветерком, как говорится, только не делайте это летом, потому что с ветерком у вас не получится, то есть я крышу открываю утром рано и вечером. Днем она просто закрыта, и там на максимум горит кондишка. Обращайтесь к ней. Я уверен, что вы будете приятно удивлены, рады не только покатушкам на классной машине, но и также общение с ней. Ее зовут Кассандра. Погнали. Подъезжаем к дому Кассандры. Прелесть здесь стоит.
Cybertruck, все дела. Hi. Hello. How are you? Good. How are you? They've already judged their guest. This is my newest one. It's also a 23. 100% read reviews. The reviews will say everything about the person, the host, and the guest. I have a lot of famous people that rent from me, and their drivers, their professional drivers, will rent the all blackout. I have clients on every continent now. I think it's not an easy way to make a business like with the rental car. But my clients kept saying, Cassandra, I need a car, and I didn't have something for them. It's a pot stirrer, that's for sure. You either love it or you hate it. I wanted to hate this thing so bad, and I have fallen head over heels for it. It is the long-awaited Cybertruck. It was a fire that just was in me, and I decided I couldn't stop. And so then I added another car, and then I added another car. This is my most expensive one to rent. It's also the most expensive vehicle on the platform right now on my platform. 10 brand new cars within 8 months. And then my husband was like, Cassandra, I can't buy you any more cars. Yeah, you told me that this car was also rent by Elon Musk. Такая вот маленькая пауза между видео для того, чтобы сказать, что я решил сделать Patreon для всех тех, кому откликается мое творчество, нравится мой стиль и хочет дальше смотреть, потому что, к сожалению, видео я снимаю редко, это связано с возможностями, со временем, с финансами, конечно же. Хочется эти видео делать еще лучше, еще красивее, еще более интересными, эпичными, и на все это, конечно же, нужны финансы, это никому не секрет. Поэтому я приглашаю всех тех, кому интересно, вы можете поддержать благодаря Patreon. В будущем, надеюсь, это будет возможно благодаря YouTube, потому что сейчас не хватает определенного левела, скажем так. Благодаря Patreon на данный момент вы можете поддержать, и я со своей стороны буду стараться это делать не просто поддержка в одну сторону, так что от меня будут разные бонусы. Но это будет все в процессе расписываться на Patreon, поэтому я вас сюда приглашаю, буду очень благодарен и рад людям, которые действительно хотят поддержать. Для меня это будет просто максимально круто, это будет не то что мотивация, это будет просто понимание того, что да, есть смысл. Вот. И всем тем, кому не безразлично и интересно дальше смотреть, переходите по ссылочке. И, кстати, хотел бы я начать такой, скажем так, момент подарков с того, что вас ждет конкурс. Вы можете выиграть прикольные разные сувенирчики прямиком из Аризоны. Вот. Описание и детали этого конкурса будут в описании под видео. Смотрите, участвуйте. Вот. А сейчас я предлагаю дальше лететь и путешествовать по Аризоне, по этому замечательному месту, в которое я вас дальше приглашаю. Буквально так по центру подъема на эту гору есть такой прикольный ковш, такой шолдер, где вы можете встать, и получается здесь видно одна сторона прикольная гора с такими кактусами, очень много классных кактусов, и другая часть, здесь даже есть скамеечка. Вот. Можно прийти почилать. Открывается еще один очень крутой вид. Вот. И смотрите, как круто. Скамейка, вид. И солнце сейчас чуть-чуть заслеплено облаками. И на самом-то деле не жарко. Ну что удивительно. И, очень классно. И тишина, спокойствие и релакс. Да, что очень прикольно, вообще на хайкинг в Аризоне летом вообще запрещено ходить. То есть как? По факту тебе никто не запрещает, но это грозит тебе реально смертью. И рассказывали, что есть люди реально, которые умирают, потому что команд 45 жары, ты идешь, гуляешь по горам и не берешь воду. В общем, что обязательно здесь нужно иметь, это воду. И в этом плане вы как-то рассчитываете, потому что кому-то меньше нужно, кому-то больше нужно. И это все очень-очень-очень важно. Если вы приводите в платье, пусть даже невысоко, пусть там как-то нет, все равно берите. Сначала может быть тяжело, конечно, там тащить 2-3 бутылки, но вы их выпиваете, и все, вы идете спокойно, зато вы себя чувствуете хорошо. Я за эти 2 дня очень много выпил. Не алкоголя, я его не пью, воды. И это, конечно, реально спасает. Вот, поэтому вода обязательно. Это учтите.
Так как мой визит в Аризону был разделен на 2 этапа, каждый по 3 дня, до Burning Man и после. Кстати, те, кто еще не видели видео про Burning Man, обязательно переходите. То и разделил я все эти места также на 2 этапа. Первый это в окружности города, и второй уже совершенно в другой стороне. Это разные источники, которые куда больше, чем можно представить. Плюс часть из них доступна лишь по специальному пермиту, который нужно пробовать получать заранее. И не везде это уже так и просто. Поэтому в этот раз я посетил все доступные места. Но одна из главных достопримечательностей не только самой Аризоны, но и Америки в общем, это Большой каньон, Гранд Каньон. Гранд Каньон расположен на севере штата и граничит с соседней Ютой и Невадой. И это не просто каньон, это целый национальный парк. Возраст каньона оценивается порядка 5-6 миллионов лет. Его протяженность 446 километров, а глубина местами достигает почти 2 километра. Значит, Гранд Каньон — это не просто место, в которое вы приезжаете и смотрите всю красоту. Тут вообще есть своя деревня, то есть как бы вилледж, да. Здесь вон супермаркет большой, здесь, кстати, он называется так прикольно Farmers Market. Я подумал, что это что-то связано, знаете, как палаточки расставляют, там люди продают что-то свое, какие-то там сувениры, аксессуары, что-то еще. Но это оказался просто супермаркет. У них здесь еще есть кухня, но сейчас она почему-то не работает, наверное, только подготавливают. Что прикольно, здесь огромный информационный центр. Сразу же при входе предлагается такая как онлайн-карта. Так как Гранд Каньон очень-очень большой, и у разных людей по-разному есть время. То есть, я думаю, вы понимаете масштабы парка, где есть свои автобусы, которые тебя развозят по разным местам. Мы сейчас находимся как бы сам визитор-центр, и главная парковка, она как бы находится по центру, и отсюда уже влево и вправо идут разные ветки маршрута этого парка. С одной стороны, меньше народу, высота чуть больше, и прикольно можно встретить закат. С другой стороны, очень много разных сувенирных лавок и кафешек. Такой, как бы, скажем, старый город. В центре здесь все собираются, отсюда все расходятся, берут велики, автобусы, там, своим личным транспортом. Значит, один из самых первых, быстрых, легких пейзажных видов называется Маттерпойнт. И он буквально в течение 5 минут там пройтись от парковки, от визитор-центра, и у вас открывается безумно классный вид. Их тут 2 точки, и основная такая уходит как бы вглубь каньона, то есть вы можете прям больше рассмотреть, оказаться как бы в нем. Остальное это как бы такая как прохожая часть, где с любой стороны, где бы вы не остановились, открывается классный вид, и можно делать много разных фоток и видосов. Я, если честно, если бы у меня было больше времени, я бы взял бы велик и просто себе без напряга проехаться по всему парку. Всегда остановился, пофоткал, ехал, едешь дальше. Не нужно выходить, заходить, ставить на парковку. Ну а пешком, понятное дело, очень много идти. Поэтому пешком я вообще не советую ходить. Сейчас подхожу и вижу перед собой просто обалдеть какой вид. Это просто... Вот вам небольшое количество фактов и интересностей про это место. Каждый слой горных пород соответствует разным эпохам, начиная от древних морей и до пустынных условий. Река Колорадо, которая по сей день протекает сквозь каньон, сыграла ключевую роль в его формировании. Здесь насчитывается порядка 450 видов птиц, более 1500 видов растений, 90 видов млекопитающих, множество рептилий и амфибий. Спустя 10 минут каньон поглотил частичку меня себе туда вовнутрь, далеко-далеко вниз. У меня просто с обрыва, я вот стою на обрыве, делаю фотку и вижу, как мой микрофон падает. Это место целая энциклопедия не только природы, но и разных поколений племен, так как каньон является священным местом для множества коренных племен – Навахо, Хопи, Хавасупаи и другие. Здесь они жили тысячи лет и использовали это место и его ресурсы для выживания. Ходят также слухи, что в самом каньоне обитают духи коренных народов, а также скрытые туннели и пещеры, связанные с древними цивилизациями. Здесь также есть деревня Супа, которая является домом племен Хавасупаи, и которая является одним из самых отдаленным местом в США, куда нельзя добраться на машине, только пешком, на вертолете или на мулах.
Ну что, одну часть, можно сказать, я полностью посетил. Полностью это в кавычках сказано, потому что в теории здесь очень много этих пунктов смотровых, где можно остаться и это. Машина, конечно, или великом было намного удобнее, но автобусом тоже неплохо. Даже, я бы сказал, очень классно, удобно. Но время поджимает, сейчас как раз скоро закат. Поэтому сейчас еду обратно в Village, беру машину и еду в другую сторону, уже на последнюю точку. Приезжаю сюда на Гранд Каньон. А здесь, помимо того, что вы приезжаете там, не знаю, там на день, на два, можно здесь также остаться и ночевать. Тут есть разные отели, можно кемпером приехать, RV-шкой, и вот есть такие крутые домики. Очень классно это выглядит, знаете, такая тишина, спокойствие. Вы по факту и на природе, и в крутейшем месте, на Гранд Каньоне, вот, и еще у вас отдельно домик. То есть реально очень классный отдых. Не знаю, сколько это стоит, но я думаю, оно того стоит. Думал подъехать на другую сторону, как я хотел, на Яки Пойнт, но там-то точка, у нее нету парковки. То есть туда можно только приехать автобусом. Поэтому приехал чуть дальше, называется Grand View Point. И хочу сказать, что это место лучше 100%. Во-вторых, тут есть именно такие прикольные 2-3 точки, которые ты прямо вот к концу горы, к краю можешь подойти и насладиться этим видом. И тем не менее, в принципе, где бы ты здесь ни находился, здесь везде открывается безумно крутой вид. Сейчас закат, он как бы вот с той стороны, то есть вся вот эта сторона самого каньона, она подсвечивается, очень крутые цвета, поэтому нужно не упустить возможность, это буквально будет сейчас, наверное, минут 30. И в заключение всего этого я хочу сказать, что если планируете ехать в это место, ну, мой вам совет, недельку вы должны сюда приехать. Жером небольшой, но невероятно атмосферный. Его улицы напомнили мне Европу, в особенности Италию. Узкие улочки, уютные кафе и панорамные виды делают этот город обязательным для остановки. И вообще, вот я себя сейчас ощущаю, как будто в Италии. Просто такие, знаете, подъемы, паркуются на склонах, узко все, мало места, прикольные заведения. В общем, именно вот стиль Европы, реально стиль Европы. Поэтому, если кто-то из вас будет ехать в это место, обязательно здесь остановитесь. Здесь есть отельчики, мотельчики, можно переночевать, прикольный вид на горы, на скалы. Классно, мне понравилось, я бы остался, бы даже прогулялся, но реально просто нету времени. Аризона, помимо своей красивой природой, также интересна маленькими городами, которых тут очень много. Флагстаф, его вы проезжаете на пути Гранд Каньон, если едете из Финикса. А заехать в Седону я настоятельно рекомендую, там необыкновенная красота. Но есть еще и менее известные, к примеру, Жером, который чисто случайно проезжал мимо, двигаясь к одному таинственному месту. Далее меня ждал настоящий город-призрак, который находится буквально в 10 минутах от центра Жерома. Это место хранит частичку истории Дикого Запада и позволяет ощутить дух прошлого. Факт первый. Gold Mine Town, настоящее название этого места, изначально было основано как шахтодобывающая местность. Шахта. Сам ты шахта. Ну шахта, но не по-другому аж надо говорить. Факт первый. Gold Mine Town, настоящее название этой местности, что в переводе означает золотодобывающая шахта, был основан изначально в 1890 году. И на протяжении 24 лет шахтеры здесь постоянно трудились и добывали золото. Когда золото иссякло, шахта была заброшена на многие десятилетия перед тем, как это превратилось в туристическую зону и, собственно, получил название города-призрака. Значит, это был вход в шахту. Отсюда вывозили все золото. Это, собственно, у нас говоря, вагончик с камнями, который выезжал со всеми. И затем вот на вот этом огромном аппарате его дробили и делали с ним уже разные вещи. Вот что-что, встретить здесь животных, живых, не с того еще времени, это было удивительно.
А все почему? Потому что на самом-то деле, хоть это и город призраков, здесь проживает пару человек, которые держат это место в целости и сохранности. Продавцы в сувенирной лавке, ребята, которые здесь просто осматриваются. Здесь также есть мужик, который ремонтирует старые раритетные тачки и потом их перепродает. В принципе, город функционирует, но порядка пару человек. И это, кстати, второй факт. То, что на самом-то деле не до конца этот город является городом-призраком. Все-таки кто-то здесь живой, да есть. Подобных мест в Америке, как музеев, их много. Ну, в принципе, я думаю, что не только в Америке. То есть показывают, как люди раньше жили, да? Но здесь в чем прикол? Здесь это вот было реальное поселение людей, которые здесь жили, и дома, которые здесь стоят в полуразрушенном состоянии, в которые ты можешь идти посмотреть. Это здесь происходило, то есть прямо вот на этой территории. То есть ты не едешь куда-то в какой-то музей, который построили и свезли все эти экспонаты. Нет, это вот именно здесь была жизнь. И вот это очень классно, знаете, вот именно проникнуться как бы тем прошлым в настоящем здесь. Я нашел себе дом на колесах для следующего Burning Man. Я думаю, идеально подойдет. А вообще, если честно, еще один факт этого места, один из основных, это то, что здесь собрано колоссально огромное количество разных ретро-машин, мотоциклов, тракторов, разные станки, машины пожарные, скорые, траки. Ну, короче, очень классно то, что как бы любители ретро-машин, я как бы тоже любитель, но я бы сказал бы, скорее всего, я бы пошел бы там, знаете, где можно сесть, посидеть, проездиться, типа такие, что они сделаны, крутые, да. Но вот этот олдскульчик увидеть там пару раз в жизни очень классно, потому что все смотрели американские фильмы, да и смотрим, в принципе, и часто видим такие машины. Вы прикиньте, вообще, это 150 лет назад было, то есть там чуть меньше, чуть больше. Это круто, заслуживает уважения, интересно посмотреть вообще на это вживую. Поэтому, друзья, вот эти вот пару фактов и общая локация, я думаю, вы оценили ее. Так что если будете мимо проезжать, по пути, не знаю, как угодно, либо просто даже захотите сюда приехать, приезжайте. Это стоит $12 с человека, там есть сувенирная лавочка, где вы можете купить всякие аксессуарчики. Для всех любителей подобной тематики я рекомендую посетить это место, поглазеть не только на часть истории, но и пропитаться другими интересными моментами. Думаю, тут каждый для себя найдет что-то интересное. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь здесь. Часика 2-3 будет вполне достаточно. А мы что? А мы поехали дальше. Да, наверное, после красного кабриолета Porsche непривычно смотреть на Toyota. Это вторая машина в Аризоне. И вот почему. Вообще одни плюсы. Первый плюс. Пункт пикапа и дроп-н-офф, где ты забираешь машину и где ты ее отдаешь, прямо возле аэропорта. Второй плюс этого всего, что ты в любое время можешь сдать машину. Я знаю, что у всех Prius ассоциируется с мультиком Гриффин и Брайаном, либо просто, к примеру, в Европе, я знаю, когда там еще жил, люди относились к Prius типа серии фу-фу-фу. Но в Америке Prius это тоже машина, никто тебя за нее не щимит. Это крутая тачка, экономная, что еще здесь нужно? Поэтому этот вариант за 3 дня 600 миль по бензину, по топливу мне обошелся приблизительно так в $30. То есть вы понимаете, 600 миль $30, это ж прям вообще круто. Плюс сама машина стоила порядка $120, что-то типа такого. Короче, дешевая, экономная, крутая машина. Буквально в 80 милях от Финикса, поднимаясь в сторону Седоны наверх, есть очень прикольное место, где вы можете приехать отдохнуть, поплавать. Такое озеро с таким прикольным названием The Crack. Собственно говоря, сюда сейчас приехал. Очень тихо. Вообще, ну вот я просто после Burning Man, когда для меня тишина, это вообще немножко необычно, хоть я был там 10 дней, но все равно. Тем не менее, очень красивый вид. Видите, вот горы. И круто, что они с зеленью, потому что частично Аризона и другие штаты уже туда, ближе к Калифорнии, они горы как бы с деревьями, с травой. Нет вот этой, знаете, лысой поверхности по типу песка.
Сейчас мы пойдем вглубь, тут буквально идти 3 мили, как я смотрел, и находится вот этот прикольный местечок, где можно отдохнуть, расслабиться. Несмотря на то, что сейчас жара, реально жарит 42 градуса, там, по идее, я видел, что есть, знаете, как, ну, не навес, но как бы много тенька. Очень будет круто искупаться, потому что последний раз я купался уже не помню когда. Здесь в Аризоне что обидно, что нету, знаете, вот нету океана, нету таких мест, где можно расслабиться. Есть много разных озер, но они как-то так разбросаны по всему периметру, как бы вот Финикса и окружности, что они друг друга. Они все так разбросаны по периметру, знаете, что от одного до другого очень много времени занимает. Поэтому нужно что-то выбирать. У меня вообще ограниченное количество времени. По пути просто на Гранд Каньон есть это место. В общем, в такую погоду просто каждый метр, он сложный. Стоит идти где-то 3,5 мили. Средним шагом это показывает, если верить Гуглу, 1,5 часа. Но оно того стоит. Я уже весь обтекаю потом, хотя прошел всего лишь 10 минут. Есть тут место, называется The Edge of World. Это, то есть, как бы на другой стороне интерстейта. Там вот, если вобьете в Google The Edge of World, вы поймете сами. Реально чудо света. По-другому не назовешь. Почему я не нашел это место раньше? Я бы сегодня ночью нашел. А должен был ехать совершенно в другое, но не получилось. И охрененно, что не получилось, потому что это намного лучше. Еще одним лакомым кусочком для посещения с легкой доступностью вблизи города Пейсон находится водопад Waterfill Falls. Уникальность этого места заключается в том, что я бы это назвал огромным заповедником, находящимся среди леса. Тут и скалы, и водопады, и целые тропы для прогулок с невероятным видом. Направляюсь в еще одно место, где можно покупаться. Тоже по-своему красиво, с такой изюминкой, типа горки. И это тот вариант, который не требует длительного хайкинга, не требует от вас каких-то больших усилий. Он находится как бы в горах, то есть нужно съезжать с трассы с главной и проезжать еще где-то миль 80. Тем не менее, он доступный, бесплатно, не нужно никаких пермитов получать. И здесь по-своему красота. И, кстати, да, идти всего лишь 2 мили, что на 1,5 меньше, чем в прошлом месте. И что еще прикольно, то что я вот только зашел на эту тропинку, а тут уже красота. Исторически, это место связано с водяным колесом, построенным еще в 1930 году для добычи золота. И якобы остатки этого колеса можно увидеть еще в начале тропы, но я почему-то этого не заметил. Небольшая трудность заключается в том, чтобы добраться до того места, я уже не знаю, успею или нет, нужно перейти через речку. И тут вопросики, ибо можно свалиться в воду. Все ничего, если бы не техника. Знаете, вот в чем проблема этой местности? Первое, она супер крутая и красивая. Ты не можешь остановиться, не можешь продолжить путь идти дальше. Но и вот из-за этой всей красоты очень много разных тропинок. И по факту очень легко заблудиться. Как бы это смешно ни звучало, оно так и есть. Если бы не люди, которые бы мне встречались на пути, я бы реально не понимал, куда идти. Потому что порой спасает Google Maps или специальная программа по хайкингу. В обоих случаях они две не работают, потому что нет интернета. Благо есть люди, ты можешь спросить. И я вот наконец-то пришел такими вот красивыми путями, видите, я думаю. Все в камнях. Просто реально какая-то другая реальность. Ой-ой-ой. И благо маленькое расстояние, то есть в принципе даже в темноте можно дойти, кроме того момента, где нужно через воду переходить. Если без техники, то ладно, а вот с техникой рискуешь остаться без нее. Ну что,
я благополучно добрался до этого места. Я, конечно, ожидал немножко больше, потому что на фотографиях там как-то оно красивее было. Вода здесь такая немножко мутноватенькая, но тоже нет народу, это очень классно. Но общий вид всего этого, то есть пути, как ты сюда идешь, здесь, когда ты находишься, и вот это все вокруг, 9 из 10. Реально, вот просто если посмотреть на вот эти скалы, камни, и вот на вот эти вот а-ля бассейники, да, вот как они сделаны, как природа сотворила, видите, вот раз, джакузи, вот еще один. Ну и в общем, вот эта вся картинка, если посмотреть, она очень-очень красивая. Прикольно то, что вот эта вся поляна, по которой мы сейчас ходим, когда прилив, оно все в воде. Потому что заметны такие, знаете, вот грязь, вот это все, что на дне. И вот это, конечно, весной сюда приехать, я думаю, надо поставить себе меточку. Марта приехать будет шикарно. Будет умеренный климат и многое, что сможешь увидеть того, чего еще не увидел. Так что вам тоже на заметочку. Поэтому в солнечный ясный денек я советую вам прийти пораньше и насладиться всеми местами. А вот в пасмурный дождливый день советовал бы все же воздержаться. Есть риск небольшого подтопления за счет множества воды и скользкой поверхности, поэтому, кстати, обувь также подбирайте удобную и практичную. В Аризоне мне посчастливилось еще попасть в одно прекрасное место. Оно, к слову, граничит со штатом Невада. Проезжал тут пару раз во время работы на траке, и в этот раз, возвращаясь в Burning Man, я не упустил эту возможность. Несмотря на то, что до заката оставалось буквально часа полтора, я успел в ускоренном ритме насладиться этим местом. Бонусик этого видео такой, что эта локация, по идее, не должна была находиться в этом видео. По пути Феникс из Burning Man есть огромный участок, который называется Хувер Дам. Это огромная дамба с невероятно крутым видом. Просто, вот, к примеру, сзади мост. И, кстати, я по нему даже пару раз проезжал на траке по работе. И вот когда я ехал на Burning Man и, собственно говоря, с Burning Man. Вот, вид оттуда тоже шикарный, но когда ты тут оказываешься, само собой, он, куда лучше. Дамба Хувер – это инженерный шедевр и символ американской инновации. Почему-то громко, спросите вы. Давайте объясним. Изначально дамба имела название Болдер, название в честь ближайшего каньона. Но затем, в 1947 году, она была переименована в дамбу Хувера на честь президента Америки, правящего с 1929 по 1933 год Герберт Гувер. Гувер до своего президентства был инженером и гуманитарным активистом и внес большой вклад в постройку дамбы. Строительство велось с 1931 по 1936 год, и благодаря Гуверу закончилось на 2 года быстрее. Помимо этого, вот такая вот высота. Просто жесть. И вокруг горы, скалы. Невероятный вид. Обидно, как обычно, то, что здесь нельзя летать дроном. Но это именно тот случай, когда кто-то сзади идет и мешает мне записывать видео. Ежегодно дамбу посещают порядка 7 миллионов человек, а сама дамба является одной из самой большой в мире. Ее высота 221 метр, а длина 379. Это место очень тщательно охраняется, и при въезде тебя и машину проверяют на наличие запрещенных вещей. Такое действие было предпринято после теракта 11 сентября в Нью-Йорке, так как дамба играет большую роль национальной инфраструктуры. Она обеспечивает жителей электроэнергией, водоснабжением и является очень важным объектом для обеспечения стабильности в регионе.
И без дрона можно красиво все показать. То, что вы сейчас видите, это реально просто офигеть как круто. И если вы будете как-то проезжать, допустим, в Лас-Вегас со стороны Феникса, ну, со стороны Аризоны, обязательно заедьте сюда, потратьте 2 часа времени, насладитесь этой красотой. Здесь, видите, настолько заметна разница между высотой и уровнем воды, что вот сейчас лето и уровень совершенно маленький, в то время, когда, наверное, вот весной, вот весь этот, видите, вот эта вся серость, вся эта засуха, она заполнена водой, и это легко, наверное, понять с точки зрения вот этого вот такой вот линии, где омывается бежевая и светлая сторона скалы, цвет. Вот я как понимаю, это уровень воды, который здесь вот после зимы. И, блин, это, наверное, очень интересно посмотреть, как они все там переливаются, всю красоту, потому что где-то здесь нашел как такую информацию, и написано, что в 2 местах этой местности вид похожий на Ниагарский водопад. Ну, я, конечно, на Ниагаре не был, я видел видео, видел фотки. Честно говоря, мне мало верится, что это прям аж так, но я думаю, что если вдруг я буду как-то здесь проезжать каким-то боком, окажусь весной, что очень бы хотелось, конечно, то обязательно заеду и посмотрю. Если кто-то из вас, кстати, здесь был в это время, напишите, скажите, так ли это или нет. Очень интересно. Приезжайте в Феникс с осени по лето, а летом едьте на Аляску, какие-то прикольные горы, где нет 45 градусов жары. Хотя, если так получится, что вы тут, обязательно наслаждайтесь этим, как и я. И путешествуйте, путешествуйте и путешествуйте. Это крутая тема. Таков был выпуск про Аризону, и это один из первых выпусков для меня в таком стиле, который я хочу делать все больше и больше. С вашей помощью я могу делать это чаще и лучше, и если хотите поддержать, переходите на Patreon, там вы это можете сделать быстрее и быть в курсе новых событий. В который раз понимаю, что вживую увидеть это прямо... Я всем советую путешествовать очень много. Вот, есть свободное время, трипайте, путешествуйте, потому что такая красота достойна внимания, достойна уважения, и она специально для всех нас, а мы как бы, не до конца и пользуемся, либо пользуемся, но, к сожалению, в плохую сторону. Ну и конечно же подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, пишите, какие места вам больше запомнились, какие больше понравились и куда хотели бы вы отправиться еще. И увидимся с вами скоро, до скорых встреч!